В последние несколько дней мы видели, как Тэкук и Хобби проводили время вместе наедине, втроем, без камер. Хотя это стало известно только из рассказов фанатов и контента, которые они опубликовали после отъезда участников из страны, все же удивительно, что некоторые люди считают их сценическое взаимодействие всего лишь фан-сервисом, который, по мнению некоторых, становится все более чрезмерным. На самом деле, тот факт, что они также вместе едят, гуляют и проводят время с другими участниками на запланированных частных мероприятиях, говорит о том, что их отношения действительно носят частный, а не секретный характер. Они не всегда показывают все публике, но это не значит, что их близость ограничивается сценой. Хотя это всего лишь краткое обновление, я хотела бы вернуться к тому, что произошло 13 июня, а также к нескольким другим вещам, которые показались мне слишком интересными, чтобы их пропустить. Как я упоминала в предыдущем видео, Чингук загрузил новое видео в TikTok, где он запечатлен с Хобби и Тэхёном в разных местах во время их пребывания в Мюнхене, Германия. Интересно, что видео фактически подтверждает некоторые места, которые фанаты ранее упоминали, где они проводили время вместе. От спа-салона, где Чингук снимал Тэхёна перед тем, как тот прыгнул в бассейн, до музея, который они посетили в частном порядке перед съемкой различных клипов для TikTok, многие фанаты позже заметили, что видеомонтажер, похоже, чаще показывал Тэхёна на переднем плане, чем самого Чингука. Чингук, похоже, намеренно выбирал моменты, когда Тэхён находился в центре или в центре внимания. Действительно, было очевидно, что все трое по очереди появлялись на переднем плане в нескольких сценах. Однако в итоге Тэхён появлялся гораздо чаще, чем двое других. Эта небольшая деталь сразу же привлекла внимание многих и была сочтена довольно интересным решением Чингука. Если посчитать, Хобби появляется на переднем плане дважды, Чингук тоже дважды, хотя это было его собственное видео. Между тем, Тэхён появляется около 11 раз в различных клипах, которые, похоже, были сняты многократно с разных ракурсов. Из-за этого некоторые фанаты считают, что Чингук намеренно сохранил больше видео с Тэхёном, как бы подсознательно демонстрируя, что его внимание и сосредоточенность действительно часто направлены на Тэхёна. Также 13 июня Хобби загрузил в Instagram Stories видео, на котором Тэхён наслаждается фейерверком перед Эйфелевой башней. Тэхён также поделился несколькими Stories с того же момента. Интересно, что кто-то, похоже, снимал Хобби и Тэхёна сзади, пока они смотрели световое шоу. После этого Тэхён загрузил бумеранг от первого лица, показывающий фейерверк, а затем поделился еще одним видео, которое, похоже, тоже было снято кем-то другим, где он и Хобби отводят взгляд, как будто что-то привлекло их внимание. С тех пор многие задаются вопросом, кто на самом деле снял оба видео, поскольку ни Хобби, ни Тэхён, похоже, не держат камеру. Вскоре после этого Чингук загрузил в Instagram Reel с песней Пак Джи Юн «The Dream of the Tree». Многих привлекло то, что на заднем плане видео показан фейерверк перед Эйфелевой башней, тем же местом, которое Тэхён и Хобби ранее показывали в своих Instagram Stories. Это сходство заставило многих фанатов предположить, что они действительно снова проводят время вместе после прибытия в Париж и наслаждаются световым шоу, запечатлевая этот момент на память. Кроме того, песня, которую выбрал Чингук, содержит слова о том, как важно оставаться рядом с любимым человеком и поддерживать друг друга, преодолевая препятствия. Конечно, никто точно не знает, почему Чингук выбрал именно эту песню. Однако для многих фанатов сочетание музыки и изображения в видео создало теплое чувство, особенно потому, что оно показало, как трое снова наслаждаются временем, проведенным вместе в Париже. Эйфелева башня на заднем плане, синоним романтики, заставила многих посчитать это место действительно прекрасным для съемки Чингуком, даже несмотря на то, что сам он не появился в видео, которое в итоге было загружено. Тем не менее, их визит на Эйфелеву башню стал поистине незабываемым моментом, который трудно было игнорировать. Затем, начиная с 13 июля, начали выходить по одному отрывки из шоу, которые BTS сняли для платформы Lemina. Именно тогда я и хотела рассказать о некоторых милых моментах между Тэхёном и Чингуком. Одна из самых запоминающихся сцен, когда Чингук положил голову на плечо Тэхёна. Через мгновение Чингук поднял голову, посмотрел на Тэхёна и попытался сдержать улыбку, словно был очень доволен тем, что только что сделал. Тэхён, казалось, не заметил этого момента, но выражение лица Чингука было очень ясным.
Он попытался снова сосредоточиться на съемке, отводя взгляд. Но через несколько секунд он снова улыбнулся, словно не мог скрыть своих чувств. Этот простой момент был очень теплым и очаровательным. В другой сцене, когда Чингук начал двигаться, что-то говоря, Тэхён повернул голову к нему, казалось, жестом попросил Чингука говорить прямо в камеру. Чингук последовал указанию, продолжая свои движения, которые выглядели очень естественно. Самым интересным было то, как Тэхён окликнул Чингука, а затем продолжал следить за ним, пока тот говорил. Его взгляд казался гораздо мягче и внимательнее, чем обычно. После этого Тэхён на мгновение перевел взгляд на других участников. Однако было ясно, что его внимание по-прежнему было сосредоточено на голосе Чингука, который говорил рядом с ним. Хотя он не смотрел постоянно прямо на Чингука, выражение его лица показывало, что он действительно внимательно слушал, что тот говорил. Вскоре после этого, когда Чингук увидел, как Тэхён жестом указывает на камеру, он тут же повернулся и слегка улыбнулся, когда их взгляды почти встретились. Чингуку, похоже, Тэхён показался настолько милым, что ему было трудно отвести взгляд. Он продолжал наблюдать за каждым движением Тэхёна, даже когда видел его только сбоку. В другой раз, когда Намджун говорил, и все внимание обратилось к нему, Чингук мельком взглянул на Намджуна, но вскоре снова перевел взгляд на Тэхёна. С тех пор Чингук стал уделять Тэхёну все больше и больше внимания, словно искренне наслаждаясь каждым его движением. В другом закулисном видео Чингук смеялся, наблюдая за определенным движением рук Тэхёна. Вскоре Чингук присоединился к нему. Когда Тэхён начал танцевать перед другими участниками, Чингук снова следил за ним нежным взглядом. Он продолжал наблюдать за Тэхёном с улыбкой, словно искренне наслаждаясь его поведением. Даже когда Тэхён отошел в сторону, Чингук продолжал следить за каждым его движением. Трудно было не заметить, как сильно Чингук заботится о Тэхёне в такие мелочи. Как участники группы неоднократно говорили ранее, если Тэхён что-то делал, Чингук часто следовал его примеру. Это снова стало очевидным, когда они танцевали вместе. Как только Тэхён двигал головой влево и вправо, Чингук, естественно, делал то же самое через несколько мгновений. В рамках продвижения песни «Нормал», официальный клип на которую, согласно графику, которым я ранее поделился в WhatsApp, скоро выйдет, BTS также опубликовали фотографию, на которой 7 участников стоят перед рядом писсуаров в ванной комнате. На фотографии Тэхён и Чингук стоят рядом. Многим фанатам концепция рекламной кампании показалась довольно забавной. Некоторые даже предположили, что BTS шутили над различными слухами, циркулирующими о них. Из-за этого многие назвали эту акцию одной из самых занимательных стратегий, которые они когда-либо использовали. Затем, 14 июля, некоторые фанаты сообщили, что видели Тэхёна, Чингука и Хоби, выходящих из отеля, чтобы снова вместе позаниматься спортом. Это привело к предположениям, что остальные участники BTS, возможно, еще не прибыли в Париж. Из-за этого некоторые фанаты предположили, что на данный момент в городе, где должен состояться их следующий концерт, находится только Тэхён, Чингук и Хоби. Хотя эта информация никогда не была официально подтверждена, интересно, что в течение этих нескольких дней только 3 из них были замечены за различными видами деятельности за пределами своего отеля во время пребывания в Париже. Поскольку я не могу показать видео этой встречи, снятое фанатами, я просто упомяну об этом здесь, так как многие задавались вопросом, почему остальных участников не видели с ними. Вся эта серия моментов, естественно, стала горячей темой среди EMI. Не потому, что было официальное заявление, объясняющее, что именно произошло, а потому, что многим фанатам понравилось видеть, как участники проводят время вместе вне своих рабочих графиков. После напряженного графика концертов, репетиций и других мероприятий возможность прогуляться, позаниматься спортом или просто насладиться вечером в городе невероятно ценна. Однако, похоже, многие фанаты сходятся во мнении о том, насколько комфортно 3 участникам комфортно проводить время вместе. Тэхён, Чингук и Хоби были замечены вместе несколько раз во время своего пребывания в Париже, поэтому неудивительно, что многие рады видеть, что их тесная дружба остается крепкой вне официальной деятельности BTS.
То же самое относится и к многочисленным рекламным фотографиям и видео, которые продолжают появляться в преддверии выхода последнего проекта BTS. Многие фанаты обращают внимание на каждую деталь, от положения участников на фотографиях, их мимики до небольших, незапланированных взаимодействий. Хотя у каждого будут свои интерпретации этих моментов, бесспорно, что тесная связь 7 участников остается ключевой привлекательностью и всегда вызывает большой интерес. Будут ли новые взаимодействия, которые станут предметом обсуждения? Появятся ли другие фотографии, видео или спонтанные моменты, которые заставят фанатов улыбнуться? На эти вопросы, несомненно, будут даны ответы только после начала их следующей серии мероприятий. Ясно одно, когда BTS находится в городе, внимание фанатов сосредоточено не только на концертах. Их повседневная жизнь, единение участников и даже небольшие запечатленные моменты часто становятся особыми воспоминаниями для ЮМАЙ. Пока не уважают их частную жизнь, многие фанаты наслаждаются возможностью увидеть простую сторону жизни участников вне внимания публики. Следите за обновлениями. Если появятся еще какие-либо интересные моменты из Парижа или из предстоящего графика BTS, было бы интересно обсудить их в следующем видео. Большое спасибо за просмотр до конца. Не забывайте оказывать позитивную поддержку BTS и всем участникам группы, уважайте их личное пространство и следите за последними новостями.